Доброе утро! Сегодня понедельник, время 7:30 утра, и я завтракаю. А что вы делаете утром, днем и вечером? Посмотрим на уроке. Это урок номер 8. Сейчас утро, время 7:30 утра. И что я делаю? Сейчас я завтракаю. Я завтракаю. А вы завтракаете утром? Что еще я делаю утром? Сначала я делаю зарядку. Сначала я делаю зарядку, а потом принимаю душ. Принимаю душ. Потом я завтракаю, и в 8 утра я работаю. Добрый день! Сейчас уже час дня, и что я делаю днем? Днем я работаю. Я преподаватель, и когда я работаю, я говорю по-русски. Мои студенты изучают русский язык. Вы тоже изучаете русский язык. Итак, днем я работаю, и потом я обедаю. Я обедаю. Я обедаю, и потом снова работаю. Работаю или, может быть, пишу планы на урок. Пишу планы. А вы? Что вы делаете днем? Вы работаете? Добрый вечер! Все, я уже не работаю. Уже 7 вечера, и я отдыхаю. Я отдыхаю. Вечером я не работаю. Вечером я отдыхаю. А вы работаете или отдыхаете вечером? Как вы отдыхаете? Я, например, читаю книгу. Я читаю книгу. Или я слушаю музыку. Я слушаю музыку. Я читаю книгу, слушаю музыку или, например, гуляю. Гуляю в парке или в центре. Я гуляю. А что вы делаете, когда вы отдыхаете? Вы читаете? Вы слушаете музыку? Или вы гуляете? А еще вечером я ужинаю. Сегодня в 7:30 я ужинаю в ресторане. Уже 7:05, и я спешу. Поэтому давайте посмотрим, что мы узнали сегодня. Что мы узнали сегодня? Наконец-то сегодня мы узнали глаголы. Что значит глаголы? Глаголы – это действия. Пишу, слушаю, читаю. Это глаголы. Это инфинитивы.
Давайте посмотрим. Слушайте и повторяйте. Делать, делать, ударение, делать, говорить, говорить. Я говорю по-русски. Вы знаете этот глагол. Говорить, читать, читать. Например, читать книгу, читать журнал, читать, завтракать, завтракать, обедать, обедать и ужинать, ужинать. Завтракать утром, обедать днем и ужинать вечером. Слушать, слушать, смотреть, смотреть. Например, смотреть фильм, смотреть телевизор, смотреть. Спешить, спешить. Работать, работать. Я преподаватель. Сейчас я работаю. Работать. Писать, писать, писать. И отдыхать, отдыхать. Отдыхать значит не работать. Отдыхать. И еще гулять, гулять, гулять в парке, гулять в центре, гулять. Это инфинитивы. И у нас две группы глаголов. Группа 1 в конце ать или ять. Например, делать – это группа 1. Гулять, ять – это группа 1. Читать, ать – это группа 1. Завтракать, слушать, работать, отдыхать, писать – это группа 1. Ать или ять. А группа 2 в инфинитиве ить. Например, говорить, ить. Говорить – это группа 2. Группа 2. А еще спешить. Отлично. Спешить. Ить. Это тоже группа 2. А, например, смотреть. Это еть. Это группа 1 или группа 2? Смотреть. Это группа 2. Да, смотреть. Это группа 2. Давайте посмотрим, какая разница. Группа 1. Я делаю. Я делаю. Ты делаешь. Он, она делает. Мы делаем. Вы делаете. Они делают. Они делают. Да, инфинитив. Делать. Т мы убираем. И добавляем окончание. Ю, ешь, ет. Ем, ете, ют. В группе 2
мы тоже берем инфинитив говорить и убираем ить. Не только т, но и тоже. Ить убираем и добавляем окончание. Я говорю, ты говоришь, он, она говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Окончание ю, как и здесь, одинаковые. Я делаю, я говорю, ю, но потом иш, ит, им, ите и яд. Что еще важно? Я, окончание ю или у. Когда у? Например, после ш. Я спешу. Пишем у. Я спешу. Они спешат. От. Это просто русская орфография. Ш плюс ю невозможно. Ш плюс я тоже невозможно. Поэтому спешу у. Спешат от. И еще писать. Писать чуть-чуть нерегулярный глагол. Я пишу. Тоже ш. Я пишу. Ш плюс ю нет, не работает. Поэтому у. Я пишу. Ты пишешь. Ешь. Все нормально. Он пишет. Мы пишем. Вы пишете. Они пишут. Они пишут. Ут. Итак, теперь вы знаете, что я делаю утром, днем и вечером. Расскажите, что вы делаете утром, днем и вечером. Что делают ваши друзья? Что они делают? Напишите ваши примеры в комментариях. А сейчас уже 7:15. Я очень спешу. До свидания и до встречи на практике. До свидания.